Николай зашел в комнату, где, пряча лицо в ладонях, сидела его мать Вера Ивановна. «Мама, ну что такое?» Васеньку вспомнила. Ответила, всхлипывая женщина. «Да забудь уже кота своего. Нет его. Не пропадет он. Прибьется к кому-нибудь. Зато вон внуки есть у тебя. Целых 2. Займись ими. Хоть какая-то польза от тебя будет». Кивнул в сторону сыновей Алешки и Павлика Николай. «И хватит уже об этом. Квартира — это тебе не сельский двор. Корову не приведешь». Но Вера Ивановна ничего не слышала. Она беззвучно роняла слезы, вспоминая своего черно-белого Ваську, который появился у нее совсем крошечным котенком и который стал ей другом на долгие годы. Вера Ивановна дарила Ваське всю свою ласку и заботу, а кот отвечал ей взаимностью. Но годы шли, Вера Ивановна постарела, и Николай решил забрать ее из деревни к себе в город, чтобы не утомлять себя частыми поездками к матери. И вот уже 3 месяца Вера Ивановна горевала в городской квартире сына, потому что Светлана потребовала от мужа вышвырнуть неугодного ей кота. По дороге в город Николай вырвал из рук у сидящей в машине матери кота и со злостью бросил его в кусты. Светлана улыбалась и говорила без остановки, а Вера Ивановна просила сына остановить машину и только повторяла, что без Васеньки никуда не поедет. Но Николай лишь молча нажимал педаль газа и останавливаться не собирался. Никого не трогали слезы старушки, и вот теперь Вера Ивановна тихонько плакала, худела, изматывая себя мыслями о судьбе любимого кота. На следующий день Николай уехал в командировку, а весь двор наблюдал, как Светлана отчитывала свекровь за то, что та не досмотрела за внуком, и тот упал и ушиб коленку, хотя Вера Ивановна просила внука так не гонять на велосипеде. «Вы бы о внуках так беспокоились, как о вашем вшивом коте», отрезала невестка и увела сына домой. Старушка, вспомнив своего питомца, вновь залилась слезами, к которым примешивалась боль от осознания собственной ненужности. Сосед Светланы, 27-летний Сашка, подъезжая к дому, еще издали заметил новую соседку, бабу Веру. Она казалась ему доброй и приветливой, только от чего-то всегда грустной. «Ну что такое, баб Вер? Опять Светка разошлась». О склочном характере Светки знали все соседи, и Вера Ивановна, сама того не желая, сбиваясь и всхлипывая, рассказала Сашке все свои горести. «Домой я хочу, Сашенька, в деревню, там мой дом, а может, и Васенька мой там. Как же так? Они ж его на полдороги выбросили, Сашенька». «Баб Вер, ну не стоит так убиваться. Сколько там до вашей деревни? Часа 3 всего? Да мы до темна еще успеем туда добраться. Коты ведь легко дорогу домой находят. Может, он и вправду там сидит, вас дожидается». Вера Ивановна с радостью согласилась, и вот они уже вскоре ехали по загородной дороге. Сашка вел машину аккуратно, все время поглядывая на Веру Ивановну, стараясь ее разговорить и отвлечь от грустных мыслей. «Вы вот кота потеряли, баб Вер, а я любимую девушку, представляете? И главное, сам виноват. Она тоже из ваших была, из деревенских. Мать у нее умерла, она с отчимом осталась, а тот женился вскоре. Так и стали жить чужие люди в доме моей Аринки. Житья девчонке не давали. Она школу окончила и приехала в город. Устроилась здесь официанткой в кафе. Там мы с ней познакомились. Если б знали вы, баб Вер, как я жалею». «А что такое, Саш? Ты ж вон какой, добрый». «Ага, добрый. Подлец я, баб Вер. Я ведь тогда только развелся. Задурил девчонке голову, а она и поверила мне, влюбилась. А я что? Я наигрался, да и бросил ее, как ваш Коля. Только он кота вышвырнул, а я Аринку. Заявился к ней в кафе и заявил, что между нами все кончено. Она только посмотрела на меня оторопела,
а потом пощечину влепила. Да такую, что до сих пор щека горит, как вспоминаю. Так и что же ты, Саш? А что я? Опомнился, дурак, искал ее, домой к ней приезжал. Да только ее и след простыл. Так и жить мне теперь с клеймом всю жизнь. Ничего, Сашенька, даст Бог, еще встретитесь с ней. Эх, баб Вер, ваши б слова, протяжно вздохнул Сашка. Он не знал, что Арина после расставания с ним еще немного пожила в городе, а потом вернулась в родную деревню, хотя знала, что там ее никто не ждет. И все-таки это был ее дом. Отец Арины умер, когда ей было всего 7 лет. Мама Арины год носила траур, а потом вышла замуж за деревенского слесаря. Постоянное безденежье угнетало, отчим работал все меньше, а пил все больше. Некогда процветающее хозяйство, оставшееся от отца Арины, быстро пришло в упадок. Мать Арины тоже стала выпивать, но слабое здоровье подводило. Некогда красивая, полная женщина превратилась в старуху и постепенно сгорела за несколько лет. Арина мечтала только о том, чтобы закончить школу и начать новую жизнь, в которой не будет места алкоголю и слезам. Но планам девушки не суждено было сбыться. Отчим привел в дом новую жену. Жадная женщина, всю жизнь торговавшая самогоном и наживавшаяся на чужом горе, понадеялась, что сможет прибрать к рукам дом Арины. Поначалу, добрая и ласковая, она показала свой нрав после того, как немного обжилась. Арине ничего не оставалось, как уехать из дома на следующий день после получения аттестата. Поначалу Арина думала, что ей повезло. Она поселилась в небольшой квартирке, нашла работу. Вскоре Арина влюбилась в Александра и считала его самым лучшим мужчиной на свете. Но однажды все изменилось. Александр предал ее как раз тогда, когда она собиралась сказать ему о том, что ждет от него ребенка. Ее мир рухнул. Арина приняла решение вернуться домой в деревню, но прожить дома в окружении чужих ей людей она смогла только несколько дней. Крики мачехи и пьяные выходки отчима заставили ее буквально убежать из дома. Она покинула деревню, когда садилось солнце. Так как автобусы уже не ходили, Арина решила идти пешком. Ни страха, ни неуверенности не было. Она не знала, что ждет ее впереди, но назад дороги не было. Путь Арины лежал по проселочной дороге вдали от трассы. Она знала, что впереди есть небольшая деревенька. Туда-то она и направилась. Вдруг девушка услышала жалобное мяуканье. Она огляделась и увидела в зарослях кустарника черно-белого кота. Кот был грязный, тощий и с перебитой лапой. Арина позвала его, поманила к себе. Тот отозвался, немного приблизился, но в руки не дался. Арина потратила немало времени, чтобы кот наконец разрешил взять себя на руки. «Кто это тебя так? Не бойся, скоро мы найдем магазин, и я тебя накормлю», — уговаривала кота девушка, прижимая его к себе. Так, разговаривая с котом, Арина дошла до деревеньки. Вдруг возле крайнего дома кот вырвался из рук Арины и заскочил во двор. Он жалобно мяукал и скребся в дверь. Арина испугалась, что из дома сейчас кто-нибудь выйдет и станет ее ругать. Но в доме было тихо. Арина, осмотревшись по сторонам, тихонько вошла во двор и снова взяла кота на руки. Она решила попроситься к кому-нибудь на ночлег после того, как найдет магазин. Ей хотелось накормить кота и поесть самой. Совсем скоро Арина увидела магазин и поспешила туда, переживая, что он в любой момент может закрыться, ведь было уже довольно поздно. Девушка купила хлеба, колбасы, немного печенья и молока коту, который все это время послушно сидел у нее на руках. Уже в дверях Арина столкнулась с покупательницей,
которая, едва взглянув на кота, воскликнула: «Батюшки, да это ж Васька! А что, Вера Ивановна вернулась?» Арина опешила и начала было оправдываться, но слово охотливая старушка не давала вымолвить ей ни слова. «Ты ее внучка? Так чего же не зашла за ключами ко мне? Вера ж меня просила за домом присматривать. Да ты погоди, сейчас хлеба куплю, вместе пойдем, ключи отдам тебе». Арина поняла, что женщина принимает ее за кого-то другого, и, видимо, речь идет о том самом доме, куда так хотел попасть кот. Соседка незнакомой Арине, бабушки Веры, болтала без умолку и очень быстро семенила по тропинке, так что Арина за ней еле поспевала. Она уже знала, что женщину эту зовут баба Катя, что она живет по соседству с бабой Верой и держит козу. От обилия информации Арина оторопела и пришла в себя только тогда, когда баба Катя сунула ей в руку ключи от дома Веры Ивановны и проводила до калитки. Так неожиданно для себя Арина оказалась в чужом доме. Она поужинала, накормила кота и легла спать на небольшом диванчике, куда очень скоро пришел и Васька, уютно устроившись под боком у новой хозяйки. Арина собиралась на завтра покинуть дом, но с утра зарядил такой дождь, что девушке пришлось на свой страх и риск остаться. Поначалу Арина вздрагивала от каждого шороха, боясь, что вот-вот в дом войдет хозяйка и поругает ее, Арину, за то, что та забралась в чужой дом. Но никто не появлялся, и мало-помалу девушка успокоилась. Время шло. Арине было хорошо в деревеньке, она навела везде порядок, приглядывала за домом, а соседка, баба Катя, каждый день приносила им с Васькой козье молоко. Только одно огорчало Арину. Время родов приближалось, и она не знала, как быть дальше. Однажды вечером возле дома остановилась машина. Арина очень испугалась и выглянула в окно. По тропинке торопилась к дому старушка. «Вася! Васенька!» — кричала Вера Ивановна, увидев своего кота. Она просто обезумела от радости. А рядом Арина, Аришка моя, не веря своим глазам, шел навстречу Арине Сашка. А когда он увидел ее большой живот, то прижался к нему щекой и стал просить девушку о прощении. Все говорили разом, не помня себя от счастья. Объяснения были долгими и сбивчивыми. В дверях появилась баба Катя. «Вера, приехала все-таки. Какая внучка у тебя, добрая, приветливая. А ты сама-то надолго?» «Навсегда», — отрезала баба Вера. «Тем более у меня теперь такая внучка есть. Внученька, а чем пахнет так?» «Пирог испекла», — заулыбалась Арина и позвала всех за стол. Через пару часов Вера Ивановна проводила Арину и Сашку в город. Они пообещали Вере Ивановне, что приедут к ней на выходные. Вскоре старушка, все еще не помня себя от счастья, дремала с лежащим у нее на коленях Васькой, а Сашка с улыбкой на лице вез свою любимую, то и дело останавливаясь по дороге, чтобы обнять ее. Арина всю дорогу смеялась, она простила Сашку и была счастлива. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.